Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим основные события, которые произошли на прошедшей неделе и как эти события повлияют на то, что будет происходить на фондовых рынках в нашей жизни в самое ближайшее время. Я бы здесь выделил 5, ну можно сказать 6 основных событий. Первое событие – это то, что восстановление экономики США более или менее планомерно протекает. Здесь есть индикатор, который позволяет практически онлайн отслеживать, что происходит. Я его периодически, когда в этом есть необходимость, публикую в своем телеграм-канале, и вы можете отслеживать, что реально происходит с экономикой США, и не возникает либо какой-либо затор, и не будет ли сейчас обвала или чего-то негативного. Это, конечно же, потребление электроэнергии. Мы наблюдаем полномерный рост, и поскольку растет потребление электроэнергии, это говорит о том, что экономика США постепенно выходит с карантина и растет более или менее активность. Также произошли сокращения добычи нефти в США, в других странах, крупнейших добытчиках. На фоне того, что растет восстановление спроса, мы наблюдаем то, что заполненность нефтехранилищ более или менее стабилизировалась, но она немножко выросла за неделю до 62%. Но тем не менее, то есть то, что она не растет кардинально сильно, это является подтверждением того, что нету пресыщения нефти, ее не добывается значительно больше, чем потребляется. Может быть, какой-то избыток еще имеет место быть на рынке, но он не критичен, не приводит к переполняемости и к обрушению цен на нефть. Здесь есть ключевой риск, который может повлиять на восстановление. Это продолжение пандемии, рост новых случаев. Тоже я эту информацию периодически публикую, чтобы вы могли онлайн отслеживать, что и как происходит. Сейчас немножко тревожной стала ситуация, потому что наблюдается общемировой рост новых случаев заболеваемости. Тут в основном это идет за счет Бразилии, Ирана. В России пока, судя по данным, ситуация стабильна. Наблюдается снижение новых случаев. А США тоже здесь представляет определенный повод для беспокойства, потому что там идет так называемая консолидация. То есть случаи не снижаются, новые. Они находятся в пределах определенных значений, колеблются. То есть такое положение дела, оно может привести к тому, что в определенный момент эти случаи новые, они просто выстрелят и начнут расти. И здесь, если пойдет рост новых случаев заболевания ковида в Соединенных Штатах, это остановит выход экономики с карантина и из кризиса, и мы здесь можем увидеть вторую волну и обрушение экономики. Но вы сами понимаете, мир так устроен, что все ровно и гладко не может быть. То есть всегда, если что-то идет хорошо, должны возникнуть проблемы. И такие проблемы, они пришли. Первая проблема – это то, что в Миннеаполисе начались волнения. Эти волнения, они произошли в начале недели. Они были связаны с тем, что полицейские неправомерно применили силу. Из-за этого погиб 44-летний или 46 черный мужчина. В Америке такое бывает. Но это не только в Америке бывает. Но поскольку Америка, она страна демократичная, там весь этот властный беспредел, он сразу всплывает, и люди начинают ему открыто противостоять и бороться за свои права. Плюс сейчас еще такая ситуация, когда многие люди, они потеряли работу. Даже несмотря на то, что выделяет правительство США достаточно приличные деньги в сравнении с другими странами, где правительство оно подзабило, скажем прямо, на население. Все равно эта ситуация не спасает. Люди испытывают стресс, беспокойство за будущее. И такая почва, она, в общем-то, очень благоприятна для того, чтобы какие-то подобные инциденты, они всколыхнули общество и пошли волнения не только в Миннеаполисе, а вообще по всей Америке. То есть этот случай, его риск заключается в том, что, во-первых, как минимум, он может повлиять на рейтинг и переизбрание Трампа, потому что Трамп уже начал косячить. То есть когда начались протесты и выступления, там около Белого дома тоже митинг был, он возьми и напиши, что бандитов надо наказать. Но там же не все бандиты, там вышли люди, которые борются за свои права. То есть общество в штыки и подобные заявления восприняло. Тем более он до этого на прошлой неделе начал выступать, что Твиттер ущемляет его права, и помечает его комментарии как недостоверные. А тут он возьми и ляпни такое. Кроме того, сами по себе республиканцы, в отличие от демократов, они отличаются нещепетильностью
в расовых вопросах. То есть как раз вот демократы, да, они здесь своим коньком считают, что защиту прав меньшинств, других рас и так далее. Там, разнести демократию по миру, отстоять ее везде. Вот, республиканцы в этом плане, у них это не сильная сторона, и поэтому уже как бы понеслись отголоски. Уже он вылез нафталиновый старый некромант Байден, который сказал, что расизм это как кровавая рана нашего общества. Ну да, ну так и есть, ну а что ты раньше-то молчал? Надо было каждый день с этим бороться, а не сейчас, когда случай подвернулся, об этом заявлять. Итог: в Миннесоте все в огне, магазины разгромлены, идут волнения, сейчас вводят национальную гвардию. Вся Америка с придыханием следит за тем, что происходит, все в шоке. Разумеется, то есть все новостные СМИ в Америке, все полосы забиты новостями, что происходит в Миннесоте, о том, что туда вводят войска, там идут беспорядки, зарево пожаров. Так оно, кстати, на самом деле и есть, судя по тому, что рассказывают люди, которые там живут. В российских СМИ эта проблема упоминается, но так вскользь достаточно. Тут хотел уточнить, что это в Миннеаполисе происходит. Миннеаполис – это столица штата Миннесоты. Штат Миннесота – это восточный штат, достаточно более или менее благополучный. Он в свое время признавался одним из самых благоприятных для жизни. Там дешевое жилье, хорошие условия. И вот видите, как в таком раю, можно сказать, начинаются волнения и погромы. Но это еще раз подтверждает, в общем-то, многие теории, что, как правило, топливом и двигателем всевозможных вот этих самых противодействий, восстаний является средний класс, которого в результате кризиса чего-то лишили. Ну, там вот в Миннесоте находится одно из подразделений ФРС, его возглавляет Нил Кашкари, достаточно известная личность, вот он периодически выступает и пугает инвесторов и спекулянтов. Но в Америке вот такие случаи, они периодически повторяются. Здесь сценарий, как правило, одинаковый. То есть полицейские, они превышают свои полномочия против черного мужчины. То есть, ну там все равно как бы подсознательно к черной расе негативные отношения. Чернокожий гибнет, и после этого начинаются волнения. Это не значит, что всегда как бы полицейские, они могут превышать свои полномочия против черных. Против белых и в других странах они превышают свои полномочия в гораздо большей степени, чем в Соединенных Штатах. Просто в Америке, благодаря тому, что там народ пассионарный, и там свобода все-таки достаточно развита и не пустое слово, люди сразу на это начинают реагировать, и это становится достоянием общественности. И люди проводят, соответственно, митинги, выступают и спрашивают с власти за тот беспредел, который происходит. И поэтому вот в Америке такое возможно, во Франции такое возможно. В странах, где народ зашуган, такое невозможно, там все сходит с рук. Ну и здесь какой есть неприятный момент в этом инциденте? То, что сейчас очень благоприятная почва, с учетом того, что кризис, безработица, люди находятся в очень угнетенном состоянии, не знают, что и делать. Это может поджечь многие штаты Америки. Отсюда, если вот это Миннесота, Миннеаполис, они послужат таким фактором, который синициировал массовый процесс по всем США, то, разумеется, мы уже не увидим никакого восстановления экономики. Мы увидим, как Америка погружается в хаос, огонь и сущий ад. Но здесь, конечно, вероятность такого процесса очень невелика, но совсем его сбрасывать со счетов тоже не следует. И кроме того, этот процесс, он может привести к тому, что даже вот если он сейчас затихнет и все будет хорошо, скорее всего, я думаю, так и будет, может быть, еще какое-то время поволнуется, потом этих негодяев полицейских, которые человека убили, накажут сурово по всей строгости. И после этого все это дело, оно пойдет на спад. Вот. Но при этом это все равно, то, что этот случай произошел, он негативно отразится на карьере Трампа. То есть это могут ему поставить в укор, потому что республиканцы, они всегда, скажем так, не очень правильно к этим вопросам относятся. И Трампу все равно так или иначе этот инцидент ему поставят в укор. Там по поводу Твиттера или по поводу того, что там с Китаем происходит, если это к краху не приведет, на это могут, скажем так, общественность не очень пристально смотреть. А вот то, что в правлении произошел такой инцидент,
нарушение прав человека. И по факту этого Трамп там еще в Твиттере написал, что этих бандитов надо наказать. То есть это вот, я думаю, ему, когда выборы будут, круто очень вспомнят еще не раз. Но были и позитивные явления на этой неделе. Евросоюз создал фонд по восстановлению, Еврокомиссия выделяется более 700 миллиардов евро. Эти деньги последуют на помощь странам, которые пострадали в результате пандемии. Во-первых, это, конечно же, Италия и Испания, потом Франция и другие страны. И вот на фоне этой новости мы увидели очень мощное укрепление евро против доллара. Я думаю, движение по росту евро еще не закончено. Мы увидим заход на 1,13, может быть 1,16. Конечно, в дальнейшем выделенные деньги, они негативно отразятся на курсе евро, потому что это приведет к инфляции и к тому, что все-таки евро начнет, я думаю, проседать против доллара. Но пока на текущий момент драйвер, который запущен по росту евро против доллара, я думаю, он еще не исчерпан. Но поскольку Америка начала оживать, более-менее восстанавливаться, сразу начали искать, где можно силушкой помериться, сразу воспрял вопрос с Китаем. На самом деле там нельзя сказать, что Трамп просто взял и достал эту проблему из рукава. Недовольство Китаем уже назревало давно. Потому что есть масса вопросов и к китайским компаниям, и к самим китайцам. То есть многие американцы считают, что китайские студенты, китайские специалисты, которые приезжают работать, они шпионы. Нередко своим поведением они для этого дают какие-то основания для инсинуаций. И поэтому на фоне того, что создано такое представление, что Китай отобрал у Америки рабочие места, то есть все это благоприятная почва для того, чтобы Трамп закатывал очередной конфликт. Но вот сейчас, в частности, новая волна противостояния с Китаем, она связана с тем, что в Гонконге идут беспорядки. Гонконг – это, в общем-то, государство в государстве. То есть он до 1997 года был протекторатом, если это так можно назвать, Британской империи. Потом начался процесс плавного возвращения Гонконга Китаю, но при этом там были установлены условия, что все равно определенные свободы и независимость у Гонконга сохранятся. Дело в том, что Гонконг – это крупнейший экономический, промышленный центр на Дальнем Востоке. То есть там, в общем-то, многие финансовые операции идут через Гонконг. Это, в общем-то, можно сказать, американские ворота на Дальнем Востоке и Евразии. И поэтому Америка вполне обоснованно, ну и все англосаксы, Британская империя очень трепетно относятся к сохранению прав и свобод Гонконга. Но помимо прочего, это дополнительная возможность ущипнуть Китай, потому что у него это больное место. Во-первых, само по себе поведение Китая как нарастающего гегемона, как на Евразии, так и вообще в мире, требует, чтобы ему беспрекословно подчинялись и никаких особых статусов не было. Потому что, помимо всего прочего, восточный менталитет, в отличие от западного, он подразумевает, что человек не выделяется, он является частью государства, частью социума и так далее. И поэтому, конечно, в 1997 году, когда Гонконг возвращался, было заявлено, что одно государство, две системы, финансовые, политические и так далее. Но сейчас, по факту, Китай окреп, сейчас не 1997 год, сейчас он достаточно существенный вес занимает и в мировой экономике, и в военном потенциале. И поэтому вполне китайцы хотят, чтобы то, что у них происходит в их государстве, оно соответствовало их статусу. Здесь ситуация, она вполне естественно и обоснованно с точки зрения Китая. И надо это четко понимать, что их наступление на права в Гонконге, они, в общем-то, носят вполне оправданный характер со стороны новой нарождающейся империи. Что мы считаем, что так оно должно быть, оно так и будет. Потому что мы сильные, мы здесь рулим. Разумеется, это не устраивает жителей Гонконга, которые привыкли к свободам и к экономическому процветанию. Они понимают, что сначала отбирают возможность самоуправления, демократию, следом будет падать уровень жизни, потому что будет меньше инвестиций, меньше возможностей вести бизнес, меньше зарабатывать. И поэтому они и выступают, собственно говоря. Ну, несомненно, американцы способствуют, разжигают, преследуя свои интересы. Но все-таки первоначально здесь
идет именно борьба людей за свои права против деспотии, китайской деспотии. Но вот когда смотришь на эту карту, так и хочется сказать шанхайский полдень. Дело в том, что у Китая уже есть один экономический и промышленный центр и порт, это Шанхай, и он именно китайский. Гонконг это все-таки чужеродный элемент. То есть да, его забрали, потому что его надо было забрать у англосаксов, но Гонконг это конкуренция Шанхаю, а Шанхай это чисто китайская структура. Вот. И поэтому я думаю, в связи со всеми этими процессами сейчас Трамп, поскольку снижаются свободы в Гонконге, он обещал лишить Гонконг особого статуса, то есть там всевозможные таможенные, экономические, бизнес-поблажки со стороны США. Разумеется, такие действия они приведут к оттоку капитала и падению значения Гонконга в мировой экономике как финансового центра. И это только усилит позицию Шанхая. Я думаю, здесь у Китая стратегическая задача сделать Гонконг обычной частью Китая, ничем особо не выделяющейся, а Шанхай таким образом усилит свои позиции. А Шанхай на текущий момент это именно Китай. То есть, в понимании, в менталитете китайского руководства, коммунистической партии, то есть все, что приносит Гонконг, может спокойно давать Шанхай. Вот, поэтому здесь, я думаю, Гонконг будут давить. Конечно, американцы, они будут различные действия предпринимать для того, чтобы Гонконг оставался на плаву, но все равно борьба она приведет к падению статуса, падению экономики Гонконга, и он постепенно, скорее всего, будет сходить как финансовый центр Азии. По сути, у американцев есть ряд болевых точек воздействия на Китай. Это вот Тайвань, так называемый островной Китай, это вот Гонконг. Вот сейчас китайцы решили Гонконг заровнять. Думаю, они его заровняют, потому что где находятся американцы, а где китайцы. Здесь, я думаю, в этом плане экономическая жизнь Гонконга, она будет идти на спад очень сильно. Потому что сейчас, помимо всего прочего, рынки сжались. Вот, и зачем Китаю два Шанхая, когда может быть один Шанхай и может быть обычный порт Гонконг. И этим дело, я думаю, все ограничится и к этому придет, и китайцы этого рано или поздно добьются. Вот, помимо этого возникла новая проблема. Дело в том, что у Китая непростые отношения с соседями. И я так понимаю, американцы начали еще строполить индусов. Вот, сразу там началось стягивание войск. На этой неделе были новости о том, что стягиваются войска к индийско-китайской границе. И, соответственно, уже Дональд Трамп прибежал с предложением разрулить возникшие проблемы. Вот, вопрос только, кто их создал. Это понятное дело, создаются болевые точки для того, чтобы более эффективно воздействовать и давить на Китай. Помимо всего прочего, начались публикации социологических опросов в Европе, в Англии, о том, что общество, и в Индии, кстати, тоже, о том, что общество не поддерживает китайскую политику против Гонконга, что люди стали относиться хуже к Китаю из-за ситуации с Гонконгом и так далее и тому подобное. Но я хотел бы сказать, что здесь не стоит делать таких однозначных выводов, что вот злые американцы, они там Китаю хотят бобо сделать. Нет. В Гонконге живут люди, которые вполне естественно хотят жить свободно и хорошо, а Китай пытается их задавить. Вот и все. А американцы пытаются эту ситуацию использовать в своих целях. И поэтому нету черно-белого мира, что вот там эти плохие, а здесь у нас хорошие. То есть все очень сложно, и на самом деле здесь можно только, скажем так, с долей понимания относиться к жителям Гонконга, которые оказались в этой непростой ситуации из-за того, что дерется китайский дракон и американский орел. Вот. И поэтому ситуация, я думаю, для Гонконга будет чревата тем, что он будет увядать постепенно. Ну и вот, в общем-то, бенефициар этой ситуации, я думаю, даже отчасти инициатор, это Шанхай. То есть это второй экономический, финансовый и порт крупный Китая. И вот это все противостояние, которое идет в Гонконге, оно, несомненно, очень позитивно отразится на Шанхае. Потому что то, что
раньше делалось в Гонконге, оно будет постепенно переходить в Шанхай. Ну и, соответственно, текущая ситуация противостояния с Китаем, которая возникла по факту того, что Америка более или менее успешно выходит с карантина, оно будет по следующим направлениям развиваться. Первое, это будут давить на Китай по линии Гонконга, что Китай там ущемляет права людей, свободы и так далее. Он действительно это делает, но это будет использоваться американцами в своих целях для того, чтобы оказывать давление на Китай. Далее. Вот новая и достаточно тревожная штука – это пограничный конфликт с Индией, который прокачивается. То есть, если он, не дай бог, выльется в горячее какое-то столкновение, англосаксы любят стравливать народы и страны. И Китай, и Индия – ядерные державы. И поэтому, если там разразится война, не дай бог, то мало не покажется, скорее всего, никому. Это следующий шаг. Потом, далее. Поднимается американцами уже неоднократно вопрос о том, что Китай, по сути, в той или иной степени виновен в распространении пандемии и, соответственно, вот во всех этих последствиях негативных, которые возникли. Упадок экономики, крушение там огромного количества компаний, которые связаны с перевозками, авиакомпаний и так далее. И поэтому американцы, они все плавно подводят мировую общественность к тому, что Китаю надо вточить иск за это. На фоне этого американцы хотят отказаться от услуг Всемирной организации здравоохранения. Но на самом деле, с одной стороны, название этой организации и ее суть создания, она была очень правильна, потому что нужны какие-то единые стандарты и борьба за здоровье людей в рамках всей планеты. Но с другой стороны, эта организация, она себя запятнала уже столькими коррупционными скандалами, что по сути ее надо либо кардинально реформировать, либо упразднять и создавать новую организацию, которая будет прозрачно и понятно функционировать. Вот. Поэтому здесь, я думаю, ситуация с ВОЗ, по устранению ВОЗ, она пойдет только на пользу. Какая-то организация всемирная здравоохранения все равно в той или иной степени будет существовать, но то, что есть, оно просто ужасно и отвратительно. Вот. Ну и помимо этого, то есть Китай будут прокачивать, чтобы, если даже не полностью списать то, что американцы должны Китаю, но создать такие условия, чтобы Китай чувствовал себя виноватым и отстегивал деньги, либо там шел на какие-то различные уступки, которые будут благоприятны для Америки и всего западного мира и, скорее всего, кабальны для Китая. Здесь по этому вопросу прогноз, с моей точки зрения, он неблагоприятный в том, что конфликт здесь будет только нарастать. Как только будет Америка более или менее восстанавливаться от карантина, от последствий пандемии так называемой, тут же будет нарастать противостояние с Китаем. Но с другой стороны, здесь чистая диалектика, потому что и Китай, и Америка – это сейчас два гегемона, которые пытаются поделить мир. И поэтому здесь противостояние, оно неизбежно, оно так или иначе будет или было бы. И поэтому здесь, в общем-то, к этому, с моей точки зрения, надо относиться по-философски, просто отслеживать, что происходит, исходя из этого, использовать в своих личных интересах, кто там и что делает. Не более чем. Так, ну и вот мы с вами на этой неделе увидели, я публиковал в своем, чуть не сказал, твиттере, как Трамп, нет, в телеграм-канале, что вроде бы спрос и добыча нефти пришли в какое-то равновесие, нефтехранилища переливаться через край вроде бы перестали, и поэтому мы с вами видим, что цены на нефть держатся на более или менее адекватном уровне. Тем не менее, есть новости о том, что не полностью сократили добычу, как это планировалось, только на 74% выполнили, но тем не менее ситуация по ценам на нефть вполне приемлемая, то есть они стабилизировались, по крайней мере на текущий момент времени с учетом проведенного сокращения и с учетом того, что экономика начинает оживать, то есть для данного этапа этого достаточно. И мы видим, что цены на нефть закрепились выше 31-33 долларов за баррель по нефти Brent. Но если здесь кто-то начнет кардинально нарушать сокращение, или мы увидим остановку выхода с карантина,
и обвал. Там в силу, может быть, новой вспышки так называемой второй волны ковида, или в силу того, что беспорядки захватят всю Америку, то, конечно же, в этой ситуации мы увидим провал, опять нефть потечет через край и будет уже серьезный провал цены на нефть. Ну и вот конфликт между Америкой и США, который возник, может поставить под угрозу экспорт из США на 52 миллиона продукции, в том числе энергетической продукции, так называемой. Ну, наверное, речь идет о, не знаю, бензине. Насчет бензина не уверен, кукурузу, сою и растительное масло они туда точно поставляют. Вот. Ну, на 52 миллиарда долларов, то есть сорвутся поставки в случае обострения ситуации. Китай может, в общем-то, здесь пойти на принцип и в какой-то момент все равно прекратить, ну или как-то замедлить, затормозить те соглашения, которые достигнуты. Дело в том, что китайцы, они всегда действуют неявно, из-под воли. Они сейчас могут подписать, а потом найти какой-то предлог, по которому это не выполнить, либо от этого отказаться. Поэтому на самом деле верить в то, что говорят и подписывают китайцы, здесь тоже не стоит обольщаться. У них просто другие секреты борьбы. В отличие от американцев, которые явно начинают давить, китайцы действуют из-под воль очень часто. Ну и вот, возвращаясь к проблеме взаимодействия Китая и США, что породило этот конфликт, как это трактуют некоторые западные СМИ, вот то, что здесь начинает происходить, давление Китая на Гонконг связано с тем, что Китай хочет восстановить логистические цепочки, которые были нарушены в результате пандемии, кризиса, и хочет стать, по сути, финансовым центром в Азии, таким образом, чтобы все шло не через Гонконг, а через Китай, ну, через Шанхай. Вот то, что я вам показывал, потому что, по сути, Шанхай и Гонконг это являются конкурентами. То есть все должно идти через родной финансовый центр, чисто китайский, где отсутствуют англосаксы. Помимо этого прочего, ну, понятное дело, восстановление доминирования, возобновление торговли и так далее, закрепление военного господства в Южно-Китайском море, ну или как его называют еще Желтое море, чтобы разрушить возрождение американского альянса в Индийском океане, изгнать американцев с Тайваня. И кроме того, вот что меня больше всего удивило, я честно вам скажу, я даже этого не знал, чтобы устранить у Российской Федерации, организовать альтернативу шелкового пути, которая сейчас осуществляется с непосредственным участием Японии. Вот это, честно вам скажу, для меня новость. Вот. Я, конечно, может быть, что-то не знал, но оказывается, что Российская Федерация при поддержке Японии стратегически угрожают Китаю в организации альтернативы шелкового пути. Но не знаю, мне все-таки казалось, что такой угрозы нету, по крайней мере, я ее до текущего момента не разглядывал, но вот американцы считают, что как бы китайцы давят на Гонконг, в том числе для того, чтобы нарушить возможность воссоединения России с Западом. Но я все-таки думаю, что вот этот довод по поводу того, что взаимодействие России с Западом они хотят расстроить, оказывая давление на Гонконг, и чтобы не организовали второй шелковый путь с участием Японии, мне кажется, это уже перегиб, и это уже что-то такое запредельное. Если вы с этим не согласны, пишите под видео, будем этот вопрос обсуждать и детально рассматривать, потому что мне даже самому интересно, я не думал, что там до такой глубины все это доходит. Так, ну и перейдем планомерно к последнему вопросу, потому что все это затянулось уже. Трамп и Твиттер. Твиттер и Трамп, кольцо и Фродо, Фродо и кольцо. Трампу не понравилось, что в Твиттере помечают его какие-то излияния, как недостоверные, то есть там есть такая возможность. Я не могу тут здесь ничего точно судить, я Твиттером не особо пользуюсь, вот, потому что он все-таки, мне кажется, у нас не особо распространен, кроме как какие-то новости по нему читать. Но на самом деле дед Трамп зря здесь на Твиттер баллоны катит и хочет там какие-то изменения в законодательство внести, которые ограничивают возможность соответствующих СМИ там, или социальных сетей помечать там комментарии, то, что пишет президент или еще кто-то.
Потому что если здесь начинать детально разбираться относительно того, что он там пишет, там вполне как бы четко можно проследить экономические интересы относительно его твитов и того, что потом начинает происходить. Поэтому, мне кажется, дед это сгоряча просто погрозил для того, чтобы не зарывались, во-первых, это раз. Во-вторых, чтобы показать, что как бы он прав в этой ситуации, его зря там пометили таким образом нехорошим. Вот. Но не думаю, что эта ситуация, она какое-то развитие получит, потому что если она получит развитие, учитывая то, что все-таки в Америке есть гражданское общество, его активисты могут начать задавать, в том числе через суд, очень неприятные вопросы Трампу и его родственникам. Поэтому я думаю, здесь, скорее всего, все будет в виде угроз, там, может быть, приспустят. Кстати, я вполне не отрицаю, что, может быть, вот эти заявления, они связаны с тем, чтобы по хорошей цене закупить акции Твиттера и Фейсбука. То есть, судя по тому, как дед с его командой работает, по крайней мере, по косвенным признакам, я, конечно, много чего не знаю и, возможно, не понимаю, но здесь определенные закономерности экономические можно отследить между его заявлениями и между тем, что потом начинает так или иначе происходить на рынках. Дорогие друзья, вот такое мое мнение было по ключевым событиям, произошедшим на этой неделе. Спасибо за внимание, всего самого лучшего.